Рассмотрим следующий электродный процесс и сосредоточимся на восстановлении A до C. Для этого процесса лимитирующим может быть либо первая стадия, либо вторая. Мы рассмотрим каждый случай по отдельности. Но для начала распишем общее уравнение. Предположим, что константы скорости применимы к каждой из двух стадий процесса. Потоки будут выражаться уравнениями для вещества А и для вещества Б и для вещества С, где альфа-1 и бета-1 относятся к восстановлению вещества А до Б, а альфа-2 и бета-2 к восстановлению Б до С. Обратите внимание, что сумма потоков будет равна нулю, так как соблюдается закон сохранения материи. Теперь рассмотрим два частных случая. Первый случай, когда первая стадия лимитирующая. В этом случае концентрация B мала, так что в условиях анализа тафеля, описанного в предыдущем видео, получается второй случай. Лимитирующей стадией является вторая, а первую можно записать как равновесную. В этом случае, где А – площадь электрода. Отсюда следует, что когда окислением С можно пренебречь, в условиях тафеля получаем, но из-за равновесия следует, что, снова предполагая, что концентрация А нулевое остается близким к его объемному значению. Сравнение уравнений и показывает, что анализ тафеля определяет положение переходного состояния, учитывая, что часто наклон тафеля около 0,5 будет указывать на то, что работает первый случай, и первый перенос электрона является определяющим. Если тафелевский наклон составляет около 1,5, то это указывает на второй случай, и то, что второй перенос электрона является определяющим. Подобный анализ также может быть применен к двухстадийному окислению. Первый случай, первая стадия является лимитирующей. Анализ тафеля дает, где бета – коэффициент переноса для пары YZ. Второй случай, Y и Z находятся в равновесии, а вторая стадия является скорость определяющей. В этом случае получаем